Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. С вами снова Андрей, и сегодня я прочитаю вам рассказ про очень опасное экстремальное увлечение и его возможные тяжелые последствия. Итак, поехали. По статистике, в течение первого года увлечения зацеперством погибают или травмируются 2/3 экстремалов. Половина из тех, кто выживает, становятся инвалидами. А интернет полнится все новыми видео таких экстремальных поездок. Так почему же смертельно опасное увлечение находит новые жертвы? Сколько точно зацеперов в России, сказать сложно. По приблизительным подсчетам, в Москве и области чуть больше 200. В официальных подсчетах полицейские опираются на количество выписанных штрафов. В реальности, говорят, гораздо больше. За каждой электричкой полицейского не приставишь. Среди зацеперов есть не только тинейджеры, ищущие острых впечатлений, но и вполне состоявшиеся взрослые. Первых и вторых примерно поровну. Но гибнут и те, и другие. Если говорить о Москве, то больше всего зацеперов привлекают поезда, идущие в Ярославль, Тверь и Рязань. Многое зависит от станции. Если она хорошо оборудована, есть видеонаблюдение, охрана и турникеты, то и зацеперов там меньше. А где нет даже забора, то и незаметно зацепиться за поезд проще. Попадают в зацеперы по-разному. У кого-то путь из школы домой проходит через железную дорогу. Кто-то насмотрелся видеороликов в интернете. Кого-то друзья подбили попробовать. Зацепинг – это острые ощущения. И чем быстрее едет поезд, тем сложнее на нем удержаться. И тем интереснее. Поэтому, кстати, зацеперов больше всего в Москве и области. Тут тебе и быстрые ласточки, и суперскоростные сапсаны. На новые модели электропоездов без специальной подготовки, кошек и карабинов не влезешь и не удержишься. Каждая такая поездка – испытание не на жизнь, а на смерть. Существует еще одна причина популяризации зацеперства – это интернет. Все подвиги снимаются на видео и тут же выкладываются в сеть. Все ради внимания и лайков. Ролики с зацеперами собирают тысячи просмотров. Популярность среди сверстников – что может быть важнее для тинейджера? Профессиональные зацеперы, которым за 20, собирают на своих видеоканалах тысячи поклонников и хорошо зарабатывают на рекламе. Для них это уже не адреналиновая зависимость, а серьезный бизнес. Но молодым зацеперам до 20 нужно еще суметь дожить или, как минимум, не покалечиться.
Показательна история Ильи, оставшегося в свои 17 лет без ноги. Сперва Илья считал зацепинг занятием для придурков, но однажды попробовал и втянулся. Недавно в Твери его спугнули полицейские. Убегая от них, он попал под движущийся поезд и лишился ноги. Дальше с его слов. В апреле мы с другом решили съездить в Тверь на Сапсане. С утра пришли на вокзал, сели на поезд между вагонами и поехали. К Твери мы подъехали со стороны платформы. Нас спалили охранники и полиция. Я занервничал, допустил ошибку, пытаясь убежать, немного не дождался нужного момента и начал перелезать под еще движущимся поездом. В итоге он переехал мне ногу. Я стал кричать и звать своего друга. Он подбежал ко мне, увидел все это, заметался туда-сюда и убежал. Я стал кричать и звать на помощь. В итоге меня заметили полицейские. Дальше уже была скорая помощь, больница, реанимация, операция. Все время до операции я был в сознании. После этого я позвонил папе и сказал, что слегка повредил ногу и что люблю его. Когда мы приехали в больницу, нас уже ждали врачи. Операция длилась 6 часов. Мне пришивали ногу, пытались спасти. Но она не прижилась. Начала гнить, сильно потемнело. Я ее не чувствовал, все очень болело. В итоге началась гангрена и пришлось ее ампутировать. Врачи и полицейские меня спрашивали, в чем кайф, зачем ты это делал? Это мало кто может понять. Многие говорят, что зацеперам не хватает адреналина. Но для меня дело было не в адреналине. Тем более, что со временем чувство страха пропадает. Для меня это была свобода. Свобода передвижения и кайф от этой свободы. Ты в любой момент можешь сесть на поезд и уехать куда угодно со своими друзьями. Это приключение. Считается, что зацепинг – это экстрим для бедных. Я не совсем согласен, потому что знаю людей, которые могут себе позволить и прыгать с парашютом, и заниматься другими экстремальными видами спорта, но все равно периодически катаются на поездах. Мой случай считается рядовым. Часто бывает, что кого-то ударяет током, он лишается конечностей. Даже при мне был такой случай. Но это никого не пугает, поскольку каждый считает, что именно с ним такого не произойдет. Когда я понял, что ногу не спасти, я подумал, вот я дурак. Это такое же чувство, как в детстве, когда что-то дома разбил, только в 100 раз сильнее. Понимаешь, что жизнь никогда уже не будет прежней, и что ноги уже не будет.
Когда я лежал в реанимации, приехал папа. Он зашел, улыбался. Когда его увидел, то расплакался. Он приезжал ко мне в больницу каждый день, и с его стороны не было никаких упреков. А у меня была досада, что все это произошло. В такие моменты начинаешь ценить и радоваться, что видишь близкого человека. Друзья, вот такая печальная история. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!